Друзья, пристегните ремни и уберите удочки подальше. Мы погружаемся в пучину бюрократического безумия. Сегодня у нас в программе 12 реальных, до сих пор действующих законов, глядя на которые так и хочется спросить: ребята, вы там совсем что ли? Формально эти правила никто не отменял, так что если вы планируете отпуск, лучше запомните этот список, чтобы не провести его в местной тюрьме за преступление против чести осла. Поехали с Туманного Альбиона, Великобритания. Закон номер 1. Нельзя держать рыбу подозрительно. Да, это не шутка и не сценарий для молчания ягнят. Согласно акта о лососе 1986 года, вы не имеете права держать лосося в руках, если ваши действия кажутся полицейскому подозрительными. Вопрос: что это за обстоятельства? Ты прячешь его под плащом в час пик? Нервно озираешься по сторонам, прижимая рыбу к груди, как боевую гранату? Или шепчешь ей на ухо заговорщицкие планы? Боюсь даже представить, сколько честных граждан уже пострадало от рук правосудия только за то, что гладили семгу с хитрым лицом. Едем во Францию, страну вина, сыра и высокой политики. Представьте, вы захотели завести хрюшку и дать ей гордое имя Наполеон. Остановитесь! Императорский указ, который никто не отменял, гласит: называть свинью Наполеоном значит оскорблять главу государства. Видимо, в те времена Бонапарт так боялся конкуренции со стороны хрюшек, что решил застолбить имя за собой. Прошло время, а закон остался. Так что если встретите француза с хрюшкой по имени Людовик, знайте, это бунтарь, а не человек. Перелетаем в Америку, штат Оклахома. Здесь вам не просто запрещают мыть ослов. Тут регламентируют время. После 19 часов вечера осел в ванной – это уголовщина. Внимание, вопрос: а до 7 вечера это пожалуйста? Почему вообще осел решил принять ванну в доме, а не в речке? И что за магия происходит в 7 вечера? Может быть, в этот момент ослы превращаются в принцев, и их нельзя тревожить мыльной пеной? Загадка. Швейцария – страна банков, шоколада и тишины. Потому что здесь, внимание, незаконно спускать воду в унитазе после 22:00. Представьте, как швейцарец сидит перед сном с зажженной свечой и решает вечный вопрос: гигиена или уважение к соседу снизу. Кстати, про унитаз. Если вы чихнули громче, чем журчит вода, готовьтесь к штрафу. Законы тишины здесь жестче, чем в библиотеке. Канада. Здесь трогательно заботятся о психике прохожих. Закон гласит: снимать пластырь на улице категорически запрещено. Да, именно так. Представьте, у вас царапина, вы хотите подышать воздухом, отлепить лейкопластырь, а на вас уже смотрят как на серийного убийцу. Канадское правительство решило, что кусочек марли в общественном месте – это шокирующее зрелище, сравнимое с ядерным взрывом. Ранен? Иди домой, не смущай народ. И снова Великобритания, и снова сюрприз. Оказывается, умирать в здании парламента – это нарушение закона. Дело в том, что если вы испустили дух на территории Королевского дворца, то государство обязано устроить вам пышные похороны за свой счет. Чтобы не плодить бюджетные траты, закон строго наказывает. Плохо стало? Выходи на улицу, там и умирай, приятель. Так что если в день рождения королевы вы почувствовали недомогание, ползите к выходу, чтобы не обанкротить казну. Милан – это столица моды и принудительной радости. Местный закон обязывает вас улыбаться в общественных местах. Плохое настроение? Разошлись в документах? Умер хомячок? Неважно. Полицейский выпишет вам штраф за кислую мину. И исключение только для больниц и похорон. Выходите в город,
Надевайте маску счастья, иначе ваш кошелек похудеет. И это при том, что итальянцы и так жестикулируют и улыбаются, так, что аж уши закладывает. Флорида. Штат, где всегда солнечно и всегда странно. Парашютистки, будьте осторожны. Если вы не замужем, то прыгать с парашютом по воскресеньям – это под запретом. Штраф, тюрьма, испорченный уикенд. Я понимаю, в воскресенье можно в церковь, но при чем здесь парашют? Может быть, в прошлом веке бедные парни не выдерживали виды невест, падающих с неба, и сразу на ней женились? А если это прыжок в тандеме с инструктором, это уже считается за свидание или нет? Польша. Детские сады. Тут под запретом оказался Винни-Пух. Местные чиновники заявили, что у Мишки неоднозначная гендерная идентичность и отсутствие штанов. То есть, по их мнению, голый медведь, жующий горшочек меда, развращает нежные умы поляков. А пятачок в чем ходит? Тоже голый, но его почему-то пускают. В общем, бедному Винни-Пуху теперь ходить на площадку только в строгом деловом костюме и при галстуке. Аляска, США. Край суровой природы и суровых законов. Здесь запрещено будить медведя ради селфи. Логика вроде бы железная. Тебя же сожрут, а закон нарушаешь. Но сам факт, что этот запрет пришлось выносить на уровень законодательной власти, говорит о том, что люди готовы разбудить Косолапова, лишь бы получить лишний лайк. И возникает вопрос, а если я просто хочу с ним поздороваться, когда он спит, это считается? Или если я бужу его не для фото, а чтобы, например, спросить дорогу? Амбивалентность, господа. Япония. Страна технология и четких регламентов. Тут действует метабо-закон, который запрещает быть толстым. Нет, борцов сумо это не касается, им все прощают. Но если вы офисный работник и ваша талия превысила 85 сантиметров, это у мужчин, то штрафуют не вас, а вашу компанию. Руководство буквально гоняет сотрудников на зарядку и измеряет им животики. Представляете совещание? «Кавасаки, вы опять съели рамен на ужин. Готовьте уведомление об увольнении. Ваша талия подрывает бюджет нашей фирмы». Австралия. Штат Виктория. Здесь вы не имеете права сменить перегоревшую лампочку самостоятельно. Только лицензированный электрик это может с допуском. Вы думаете, это шутка? Нет, штраф вполне реальный. А теперь вопрос. Как полиция узнает, кто вкрутил лампочку? Очевидно, что соседи стуканут. «Сержант, это он! Я видел, как он вкручивает лампу накаливания голыми руками и без диплома! Срочно заберите его!» За лампочку, Карл. И на закуску штат Иллинойс, США. Слушайте, любители поцелуев с усатыми джентльменами, будьте осторожны. Закон гласит, что целовать женщину, если у вас есть усы, это незаконно. Штраф. Видимо, когда-то очень давно какой-то брутальный ковбой так поцарапал даму своими усами, что она подала в суд, и закон закрепился навеки. Колючая любовь теперь под запретом. Ну что, дорогие друзья, мы объехали полмира и поняли одно. Законы иногда пишут не для порядка, а ради смеха. А какие странные правила есть в вашем городе или стране? Делитесь в комментариях. Уверен, мы насобираем на второй сезон этого трэш-парада. Не нарушайте. И самое главное, не мойте ослов после 7. Пока.